Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим сегодня новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина заставит ваше сердце биться чаще? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что сейчас произошло, вернее не сейчас, а на данный этап происходит у вас в жизни. У вас произошли кардинальные перемены. Причем перемены не в лучшую сторону. Такие перемены, что ну и врагу не пожелаешь. Да? Настолько вот у вас был такой болезненный очень период. У некоторых из вас еще может продолжаться этот период, потому что, может быть, это свежее какое-то расставание, разлука, предательство, да. Несмотря на то, что вы мужчина сильный по жизни, вот после этого случая, который вот у вас произошел, после этого вот разрыва, предательства, вот знаете, как будто вас сломали, морально, духовно сломали, да, вот как-то ну, поникшее такое вот было даже выражение лица, да, вот когда поникший человек и никогда никого и ничего не хочется. Еще раз говорю, у кого-то это уже проходит этот этап, да, потому что, может быть, больше времени прошло после расставания. У некоторых из вас еще длится этот этап болезненный, когда еще больно. Может быть, это свежее расставание было. Много было в вашей жизни таких моментов, когда вы что-то отстаивали, знаете, вот боролись за что-то. Это может быть и семья. Может быть, вы боролись, пытались сохранить семью, да, до последнего, но не получилось. Вот вы такой вообще по жизни правдолюб. Вот не терпите вы лжи, обмана, лицемерия, это вообще не для вас. Вы довольно такой успешный человек вообще по жизни, вы умеете деньги зарабатывать. У вас довольно неплохо получается заработать деньги. И я так думаю, что у многих из вас были такие моменты, когда, может быть, вы брали либо подработку, либо две работы тянули, да, вот на две ставки, допустим, работали. То есть вы пытались заработать как можно больше денег. Но сейчас вот немного вы выдохлись, как-то вот вы морально устали. Вы устали впахивать просто вот, ну как лошадь, да, пахать за двоих. Вы устали. Я думаю, вот сейчас вы в каком-то смысле, вот с одной стороны вам больно, да, вот, а с другой стороны вы вздохнули, потому что, может быть, морально вам легче из-за того, что не нужно тратить деньги на другую женщину, не нужно впахивать, чтобы какие-то ее хотелки удовлетворить. Не нужно впахивать для того, чтобы свозить ее на море или еще куда-то, да. Ну, обычно мужчинам, как мужчины говорят, да сколько там мне надо одному, да, ну, на самое необходимое там, а на женщину там в 10 раз больше нужно доходов, чтобы все ее хотелки удовлетворить. Так, что еще у вас происходит в жизни? Да, у вас настолько были такие непростые отношения. Вот как будто вот сейчас вы, вот реально вы вздохнули, потому что вам никто не выносит мозг. У вас была, может быть, или скандального характера женщина, либо такая вспыльчивая, взрывная. Вам, может, даже не хотелось домой идти, потому что вы знали, что это начнется очередной вынос мозга. Я уже не говорю о том, что деньги она пыталась вас сдаивать до копеечки. Ну уж как-то, простите, я углубилась, да, ну просто мне самой, я вот смотрю, и я просто в шоке по колено. Женщина, которая безумно любит деньги, ценит деньги превыше всего для нее. Она ужасная манипуляторша. И вот этот вот этап, он у вас длился, ну, я думаю, немало времени вот с этой женщиной, который закончился вот именно кардинальными переменами. Вот я сейчас описываю, да, коротко, как вы жили с ней до этого. И он закончился вот этими кардинальными переменами у вас. Переменами, когда вот вы терпели, вам выносили мозг, вы впахивали, да, чтобы заработать что-то. Вами же в ответ манипулировали, вам врали, изменяли, да.
выносили мозг и так далее, да, перечислять можно долго, у каждого это свое проигрывается. Ну, то есть вы знаете, как будто вот побывали, я не знаю, все круги ада прошли, честное слово, вот. То есть довольно такой, знаете, вот, ну, неприятный, противный осадок у вас остался от этой женщины. Поэтому сейчас вот вы как-то и не торопитесь налаживать свою новую личную жизнь. Вот я вам скажу, что сейчас, на данный момент, я не вижу эту новую женщину, да, потому что вы очень-очень осторожно подходите к новым отношениям. Вы очень присматриваетесь к женщинам. Да, вы хотите новую женщину, но вы очень сильно присматриваетесь. Вы 100 раз подумаете, да, взвесите все, насколько она хорошая, насколько она вам подходит и так далее. Так, и давайте-ка посмотрим. Вот сейчас, да, пока я не вижу женщины рядом возле вас для серьезных отношений. Да, у вас происходит периодически там у некоторых знакомства, да, которые пока, может быть, у кого-то это переписка, у кого-то это, ну, такое легкие дружеские там отношения, знакомства, да. Одноразовых мы не берем, как всегда. Вот. Ну, именно женщины, вот, которая была бы вашей второй половиной, пока что на данный момент, вот я не вижу. Давайте-ка посмотрим, кто же все-таки заставит ваше сердце биться чаще. Итак, смотрим, что же вас ждет дальше в личной жизни. Так, посмотрите, в вашу жизнь придет женщина, которая сначала вот покажется вам, ну, что серьезных отношений не будет. Вот вы с ней как-то познакомитесь, знаете, вот, ну, даже в тот момент знакомства вы будете не готовы, чтобы вот развивать отношения, да. То ли у вас настроения не будет на тот момент, то ли вообще желание, да, вот некоторые из вас еще даже не готовы к новым отношениям. Не переболела еще, старое не забыли. А здесь вот как-то вы познакомитесь, знаете, вот такое ощущение, что она сама с вами познакомится. Причем как-то, знаете, вот очень легко, ну так, привет, привет, как-то вот как будто либо же это в автобусе, либо в магазине где-то. Ну, то есть это будет какое-то место, где есть люди, это людное место будет, может быть общественное место, это может быть та же работа, да. Вот как-то вы слово за слово знакомитесь, а потом это постепенно начнет перетекать в более серьезные отношения. Но поначалу, еще раз говорю, вот как-то вы ее не воспримете. Вот что-то вот, знаете, то ли характер у нее, да, познакомитесь вы легко. Но вот у нее характер, я вам скажу, такой мужской, наверное, больше. Может быть, это вас еще насторожит. Она такая вот дама умелая. Еще, кстати, я думаю, что это все-таки может большая вероятность быть, что связано знакомство с работой. Либо по работе, либо, может быть, вы куда-то поедете по работе, либо к вам придут, да, что-то, может быть, спрашивать, уточнять, да. Но вот как-то, мне кажется, с работой это связано все-таки. Поначалу вот как-то вот оно будет, знаете, вот, ну, ребячество что-то у вас. Вы, ну да, хихи-ха-ха, там посмеялись, подурачились, ну, такие вот легкие отношения. Но чем дальше вам женщина будет нравиться все больше. Она будет вам нравиться настолько, что вы, ну, я думаю, ночами будете плохо спать, думать о ней. Вот именно, вот знаете, как-то это произойдет после какого-то такого вашего разговора, что вы взглянете на нее другими глазами. Вот будет разговор у вас. Ну, для начала это будет какой-то вроде бы простой разговор о жизни, да, обо всем и ни о чем. Но что-то у вас настолько ёкнет по отношению к этой женщине, что-то вас настолько в ней зацепит, что вы вот взглянете, знаете, как будто мир перевернулся, вы взглянули на нее совершенно другими глазами. Так, давайте-ка все-таки посмотрим приблизительно, что это за женщина, чтобы вы знали. Уточним. Да, вот как я говорила, вот у нее такой, знаете,
мужской, наверное, больше характер. Она такая активная, пробивная, она очень целеустремленная. Я даже скажу, в чем-то она рисковая, экстремалка, может быть. Знаете, вот есть экстремальные виды спорта. Очень веселая, она компанейская, у нее много друзей. Она такая, знаете, вот любительница путешествовать, куда-то ездить, что-то новое познавать. Но в то же время она не даст себе сесть на голову, я вам скажу. Вот этот момент этот может как раз вас немного испугать поначалу. Она такая, знаете, вот она любит еще, чтобы ей никто не прикословил. Вот она, особенно вот если она не в духе, к ней лучше не подходить. Она такого, знаете, вот характера, темперамента, что вот ей нужно, вот если она, допустим, не в духе, вот она сердится, вот лучше ее не трогать. Кстати, многие люди точно так реагируют на какие-то моменты жизненные, да, вот если мы не в духе, то к нам лучше не подходить. И, кстати, вот немного отступления, маленький психологический совет. Вот всегда в отношениях, даже с детьми, на работе, где угодно, да, вот если вы не в духе, не в настроении, да, вот вы говорите прямо, либо же своей половинке, либо там детям, родителям, кто угодно. Вы говорите, что пока меня не трогай, да, я не в настроении. Все, то есть вы информацию передали. Вы человеку сказали, что пока меня не трогай. Будешь трогать, я взорвусь, да. Будешь трогать, может начаться ссора, скандал. Вот, я всегда вот всем это рекомендую. Ваше дело, конечно, уже слушать меня или нет, но лучше проговорить. Вот как я всегда это говорю, золотое правило психологии, всегда нужно проговаривать все и разговаривать. Предупредил, что вот все, меня не трогать. И тогда не будет ни конфликтов, и как-то оно все так тихо, мирно урегулируется, никто никого не трогает, да, вы потом остыли, все, и живете, общаетесь дальше. Так, значит, смотрите, еще может быть эта женщина воздушного знака зодиака, может еще проигрываться. Не обязательно, но может быть и такое. Она такая еще, знаете, эмоционально холодная, может быть, она не будет сюсюкаться. Это дама кубков, да, вот королева кубков. Если бы выпала, то это да, то она была бы романтичная, вся такая сюси-пуси, да. Эта дама, она не будет с вами сюсюкать. Она может быть даже в чем-то рисковато, жестковато, да, что вас поначалу и будет немного настораживать. Как это, да, женщина же должна быть мягкой, женщина – это женщина. Но тем не менее, вот она вот после, еще раз говорю, после какого-то вот общения вашего, после какого-то разговора, вот просто на 180 градусов вы поменяете о ней свое мнение. Что-то, знаете, вот как будто бы откроется, может быть, она расскажет что-то из своей жизни, какие-то ее черты характера, да, может быть, она какой-то, я не знаю, там, момент жизни расскажет, может, она кого-то спасла, там, я не знаю, ну, какой-то поступок свой расскажет, что вы реально вот поменяете вот мнение, как будто вот влюбитесь в этот момент, да, и вам уже ничего не страшно будет. И вот это ее такая вот своеобразная холодность вас уже пугать не будет абсолютно. Вот. Поэтому такая довольно интересная дамочка будет. И реально, вот знаете, от такой дамы у вас будет чаще биться сердце именно в том плане, что вот это, знаете, такая вот влюбленность, какая-то юношеская влюбленность, которую вы совершенно не ждали. Вот вы взглянете другими глазами на нее, да, и как-то вот, как мальчишка просто, да, вот это состояние, вот вспомните, когда вам было 17 лет, да, как вы ночами не спали, как вы готовы были бежать среди ночи на край света, да, чтобы только ее увидеть, там 5 минут хотя бы. Вот такое приблизительно состояние будет и у вас с ней. Так, и давайте-ка напоследок уточним все-таки, перейдет это все у вас серьезные отношения с ней или же нет? Конечно, конечно. Но все-таки вот
вот эти страхи, которые у вас были, вот они уйдут. Вот уже, ну как, в процессе общения с ней, да, вот все-таки они уйдут. Вот эти опасения ваши, сомнения какие-то, вот если даже что-то в ней не понравится, все равно это все уйдет и перейдет в любовь, которая, может быть, даже перейдет в семью некоторых из вас. Любовь, которая начнется из дружбы, а закончится уже серьезными отношениями и семьей. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!